Бу! После публикации первого видео в энтропии мне стали приходить сообщения от жаждущих научиться тому, что умею я. Хотя, наверное, жаждущих получить ту же сумму без вложений. В одном сообщении даже просили педов на развитие и грозились вернуть, когда удастся заработать. Я аж испанский стыд ощутила. Ребята, я не оказываю инфо-цыганских услуг. А до всего этого можно дойти своим умом. Если смогла я, у вас тем более получится. Дай голодному рыбу, и он будет сыт весь день. Смени имя голодного на сыт, и он будет сыт всю жизнь. Я отвлеклась. Пожалуй, я дам пару советов в своих видео. Да, будут еще видео, правда, не знаю когда. Подписывайтесь, ждите, или что там блогерам положено говорить. Или блогеркам. Вернемся к сути. Во-первых, я не считаю свой капитал достижением. Есть масса куда более успешных энтропийцев. Он просто есть и позволяет мне играть в удовольствие. Собственно, именно благодаря этому он и появился, ведь я не преследовала цели заработать. Я хотела лишь пострелять интересных мне мобов. Для этого нужны были патроны и снаряжение. Пришлось напрячь свой скудный умишко. Ой, смотрите, какой хов. Красиво, да? Золотой вихрь, фанфары, счастье через край. У вас бывали хофы? Или глобы? А после подведения итогов в таблице вас не посещало чувство, будто вас поимели, да еще без оргазма? Нет, фанфары, золотой дождик или коричневый град могут радовать поначалу, но если считать свои расходы и доходы, быстро понимаешь, что все это лишь отвлекает внимание от проблемы. Энтропия берет свои 7% налога, и это невозможно восполнить, получая хофы кормом для ТТ, тем более если вы используете маркапный инструмент, оружие или чертежи. Те же, кто докачался до хай-левелов и бахвалятся хофами шрапнелью или ойлом, просто жирные нубы, на мой взгляд. Вряд ли система дала им столько же, сколько было потрачено, не то что больше. Ну, это ведь состояние ума, а не только уровень умений. Но это лишь мое мнение. Поначалу я тоже радовалась всей этой мишуре, но когда, честно, насвиченное уменьшилось вдвое, пришло понимание, что хофы не нужны. И глобы тоже. Нужна стабильная отдача нормальным лутом. Но благодаря демперастам лут быстро перестает быть маркапным, поэтому приходится все время искать что-то новое. К этому быстро привыкаешь, и оно как-то само даже начинает получаться со временем. Я провела массу экспериментов, возможно, это было просто временное везение, но прежде чем забросить энтропию около месяца, я была в топе раздела период в EL. И это не осталось без внимания. Стоило только появиться моему нику в глобал-чате, тут же набегали и на жопы, и рыскали по зоне в поисках меня. Несколько раз находили, лутали, глумились в личку. Было мерзко. Нет, облутать в ПВП это нормально, но издеваться это низко. Однажды, получив отпор, такие герои умеряли свой пыл, становясь осторожнее, в личку уже не сыпались сообщения о том, что мне нужны деньги на хлеб и водка. Но общаться с ними уже не хотелось. Спасибо друзьям, спасли мой крупный хов, который по очереди пасли 3 убера. Ну, по крайней мере, таковыми они мне тогда казались. Помните, что энтропия – это игра. Это развлечение, а не работа. Не заставляйте себя что-то делать. Получайте удовольствие от процесса игры. Разнообразьте деятельность. Даже свитинг порой довольно интересен. Минут 5. Если у вас кончились педы, опускаются руки или что-то еще. Если вы уже сняли броню, чтобы броситься со скалы или убиться об мобов, сделайте еще один клик, бросок или выстрел. Возможно, именно он будет удачным. С вами была Евгеша. Люблю вас, энтропийцы, и тебя, энтропия.